Здравствуйте, уважаемые слушатели! Российские войска освободили Авдеевку в ДНР, но в подвалах Авдеевского завода Коксахим еще остаются боевики Азова. Сейчас штурмовые группы занимаются зачисткой территории. Почему ВСУ пытаются зацепиться за Коксахим и можно ли здесь ждать повторения ситуации с Азовсталью? Попробуем ответить на этот вопрос. На сегодняшний момент российская военная группировка «Центр» полностью освободила населенный пункт Авдеевку Донецкой Народной Республики и продвинулась дальше на глубину 8 километров. Потери ВСУ за последние сутки, после начала неконтролируемого бегства, более 1500 человек. Лишь отдельным небольшим группам украинских военных удалось спешно покинуть город. При этом им пришлось бросить вооружение и военную технику. Наступательные действия России в районе Авдеевки продолжаются, украинским войскам не дают закрепиться на новых рубежах. ВСУ продолжают спешно формировать линию обороны в нескольких километрах от города. Тем временем российским военным предстоит зачистка Авдеевского коксохимического завода, где в подвалах укрываются азовцы. Они, наученные мариупольскими событиями, не оказывают особого сопротивления, а предпочитают сдаваться в плен и выходить с подвалов завода живыми. Послушаем, что говорит военный эксперт Михаил Ануфриенко. Зачистка займет еще пару дней, а потом можно начинать выкуривать ВСУ из всех подвалов. Но аналогии с Мариуполем здесь не будет. Во-первых, Авдеевский Коксахим намного меньше. И там нет заложников, гражданских лиц. К тому же у нас не стоит задача, окружив Коксахим 2 месяца, долбить по оставшимся там врагам. Уместнее будет отвести передовые части с опасных участков и применять по этим участкам на территории завода планирующие авиабомбы и огнеметы. Тем более российские военные вряд ли теперь будут брать в плен представителей Азова, чтобы они, как ранее защитники Азовстали, снова через Турцию попали на фронт. А вот что говорит военный эксперт Федор Громов. Коксахим для нас очень важен, это естественное укрытие, это высота. Там можно устанавливать различные технические приспособления, начиная от антенн связи и заканчивая камерами дальнего видения. Как минимум это даст нам определенные преимущества для того, чтобы развивать наступление дальше. Суть еще и в том, что на Коксахиме украинский боевой контингент уже не тот, что на Азовстале, как в плане квалификации, так и мотивации. 2 года поражений не прошли для ВСУ даром, так что особо массового сопротивления я там не жду, подчеркнул Громов. Важно, что другого такого же технически оснащенного и масштабного оборонительного рубежа, как в Авдеевке, у ВСУ больше нет. Конечно, где-то по пути следования российских сил ВСУ будут пытаться окапываться и закрепляться в полях, но ничего радикального я не ожидаю, ответил военный эксперт. Уважаемые слушатели, как вы считаете, достаточно ли взятия Авдеевки, чтобы прекратились обстрелы ВСУ и гибель мирных жителей Донецка? Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на канал и до новых встреч!